Здравствуйте, уважаемые зрители. Меня зовут Горецкий Александр Валентинович. Я являюсь руководителем Академии регенеративной медицины, разрабатываю методы оздоровления, э, самолечения, э, улучшаю методы, которые были разработаны сотни лет назад, и компоную их так, чтобы они были, использовались совместно с какими-то методиками и улучшали качество нашей жизни. Лечение, которое осуществляется по моей методике, оно не дешевое из-за того, что очень много процедур с утра до вечера над человеком мы работаем, но в то же время я рассказываю и показываю много интересных методов, которые вы можете сами использовать и в то же время оздоравливаться, омолаживаться. Очень много за границей меня знают и используя мои методы, вылечили абсолютно неизлечимые заболевания, которые лечили люди годами. Поэтому, если вы будете постепенно слушать то, о чем я рассказываю, вы поймете, что это имеет смысл. Кто не хочет, просто отключайтесь. Кто хочет слушать, смотрите. Это ваше личное дело. Я вру правду и только правду. Ту, которую сам знаю, которую сам проверил на себе, на родственниках, на пациентах, на тысячах людей. И поэтому я вам в прямом эфире сейчас даю возможность посмотреть, как можно самому обеспечить свое здоровое будущее. Начнем с очистки печени. Ну, что такое печень, я думаю, объяснять сильно не надо. Это орган, который выполняет громадное количество функций. Я вам честно скажу, я пытался изучить, как это работает и что делают клетки, которые не сильно отличаются от других, но превращают многие химические, можно сказать, элементы, очищают кровь. Просто нет даже возможности вообразить, что делает небольшой орган автономно, он не управляется ни мозгом, ничем, у него нет нервных окончаний, он просто сам по себе работает. Но машина, когда работает, все знают, 10 тысяч километров, надо масло поменять, надо фильтры поменять, а у человека это может работать годами, сотнями даже лет. И этот фильтр и орган, который занимается превращением всего, что мы съедаем, фактически идет в печень, а потом только идет в кровь и разносится клетками крови по всем нашим клеткам в организме. И тут надо задуматься, что если есть какой-то сбой, если есть проблемы, многие чувствуют такую вот тяжесть с правой стороны, усталость. Это, в принципе, работа печени, это ее проблема, когда она не может справиться с многими нашими инфекциями, со стрессами, она перестает нормально функционировать, а иногда просто зашлаковывается. В медицине есть несколько только заболеваний, которые диагностируются. Это как бы ожирение, это как раз-таки образование, которое откладывается в печени, и печень не работает. Рак печени – это когда уже фактически клетки умирают, и, в принципе, начальная стадия – это то же самое засорение нашей печени. Есть очень много раков других органов, которые фактически все, которые виды раков есть, они диагностируются, и диагноз такой: рак легких с метастазами в печень, рак желудка с метастазами в печень, рак кости с метастазами в печень. То есть печень поражается, может быть, даже первично, а потом уже получается рак других органов. Поэтому за печенью нужно следить. Я с самого, ну, можно сказать,
детства изучал этот вопрос. Я занимался самообразованием по медицине, и мне было просто интересно, это было мое хобби. И делал очистку первую я, наверное, лет 35-40, наверное, просто ради интереса попала мне инструкция, еще тогда напечатанная вручную на машинке, перепечатанная, как масло использовать было подсолнечное масло вместе с соком лимона. Тогда было написано, что нужно пить яблочный сок не менее 5 дней, только яблочный сок, а потом уже использовать масло вместе с лимоном и дать грелку под правый бок и греть фактически чуть ли не всю ночь или целый день, в зависимости от того, вечером или утром это было сделано. Много людей в то время использовали эту методику, но была проблема в том, что у некоторых, у кого в желчном пузыре были камни, или же у кого-то были воспалительные процессы в печени, там, в желчном пузыре, в пищеварении, в системе пищеварения, они после очистки печени получали огромную проблему с тем, что чуть ли не ложились на нож и вырезали желчные пузыри. Фактически, если проанализировать проблемы, которые были, это проблема с воспалительным процессом после очистки печени. Я бы так назвал. Только никто этого не понимал и не понимает до сих пор. Еще раньше, когда я это делал, я делал без никакого страха. Ну, написана инструкция и все. Но когда несколько человек сделали и им не удалось, эта информация распространяется со свистом, таким, что люди начинают бояться. Страх. Что такое страх? Страх – это фактически стресс. Стресс парализует организм. И самым страшным при очистке печени является именно страх. Так вот, кто боится делать очистку печени, ее делать категорически нельзя. Это будет неудача стопроцентная. То есть человек должен идти сознательно, без никакого страха, с верой, надеждой и любовью. Первое, запомните, что нельзя делать, это делать очистку печени, когда человек боится. Поэтому надо преодолеть свой страх, поверить, и тогда все у вас будет прекрасно. Я советовал, написал книгу «Как очищать печень», и в ней описал моменты, которые обязательны для того, чтобы не то что не бояться, для того, чтобы улучшить состояние печени, и при этом очистка произойдет безболезненно фактически и без последствий. Последние, можно сказать, с десяток лет все, кто выполняют очистку печени по моим рекомендациям, они, многие из них приезжают хотя бы на 3 дня или на неделю очиститься в академии, а некоторые даже сами решаются и пробуют и делают. Ничего в этом сложного нет. Надо знать просто основы. Первое, что нужно делать? Перед очисткой печени нужно сделать так, чтобы печень усилить. Поэтому надо как минимум неделю есть фактически, но пить только яблочный сок. Яблочный сок стимулирует работу печени и при очистке создает давление печень и выбрасывает желчь, ну, фактически чуть ли не так, как в водопроводной воде, водопроводная вода, с таким же давлением происходит очистка. Не просто там что-то выходит, а надо нам удалить камни, удалить те нечистоты, которые находятся. Они в нормальном состоянии, человек живет с ними, и все. А тут надо просто вырвать их оттуда. И вот яблочный сок
натуральный яблочный сок, он дает это. Многие просто выжимают его, и некоторые покупают. Есть даже неплохие на сегодняшний день соки продаются или прямого отжима, или же другие соки стопроцентные, они тоже очень хорошие, я бы сказал. Так вот, это первый момент. Второе. Нам нужно самое главное – это обеспечить безопасность, устранить инфекцию и воспаление. Для этого я в практике использую ледяную воду. То есть мы используем в любом случае, кто приезжает нам в академию, это сауна и обливание ледяной водой. Сауна и обливание ледяной водой. Вот это вот нужно запомнить, это нужно тоже храбрость на эти все вещи. Ну, думаю, что многие из вас решатся все-таки. Поэтому до очистки и после очистки нужно снять воспаление, и это лучшее средство. Плюс ледяная вода является сильнейшим обезболивающим средством, чтобы вы знали. Поэтому если что-то где-то даже болит, беспокоит, вот это нужно принимать. Далее, перед очисткой печени желательно выпить перед самой, даже в процессе, ношпу. Ношпа расслабляет мускулатуру и нет спазм. То есть, если что-то, какое-то воспаление есть, это спазмы, и желчь не будет выходить и будет задерживаться. А так выпили ношпу и уже все-таки легче. Какие еще моменты обязательные? Я в своей практике использую очень много методов. Я вам сейчас рассказываю основные, которые вы можете сами сделать. То, что мы делаем в академии, это как бы высший пилотаж, но есть еще и низший пилотаж, который можете вы сделать сами. Мы делаем еще электростимуляцию. Электростимуляция сама по себе усиливает энергетику человека, дает энергию, стимулирует ее выработку и заражает наши клетки, клетки крови. Отчего у нас в основном холестерин откладывается в венах, например, там, в сосудах? А именно из-за того, что нет зараженности крови, нет проводника крови, нет электролита, нет энергии. Вот электростимуляция, она позволяет зарядить. И зараженные частицы, они не слипаются, чтобы вы знали. Поэтому электростимуляция, она очень полезна для организма от всех заболеваний. И в том числе при очистке печени я бы рекомендовал. Вот это мы тоже делаем. И до, и после. Дальше. Раньше существовали два вида очистки. Ее можно было делать вечером и можно было делать утром. Я пробовал в своей практике давным-давно, и утром, и вечером эффекты как бы похожие. Но при одной очистке получалось так, что печень как бы очищала, но не до конца. Что-то вот немножко не хватало ей. И поэтому я попробовал совместить. Например, сделал вечером очистку, а потом еще и утром. И получился исключительно отличнейший эффект. И вот когда я это сделал раз, два, три, и посмотрел, что эффект очистки многократно лучше. И я в своей практике потом систематизировал это все дело и стал использовать и вечернюю, и утреннюю очистку. Это фактически занимает целый день, можно сказать, но зато эффект превосходит наши ожидания. Что еще нужно сделать? После очистки печени, она и так у многих не работала, но сам процесс очистки – это маленькая операция. Нужно запустить печень, чтобы она заработала. Само масло с подсолнечным маслом, оно хороший, можно сказать, элемент, который тоже стимулирует работу печени.
Но в то же время после очистки многие органы и в то же самое печень, они устали, и ее нужно простимулировать, чтобы это пошло, она пошла работать. Так вот, что я придумал? Все после очистки печени рекомендовали, все до единого, какие литературу бы вы не почитали, это съесть кашку, там что-то легенькое, там овощи, фрукты. А тут надо наоборот, вы поймите, надо простимулировать, надо, чтобы она заставить ее, чтобы она начала работать. Легкая пища после этого, это наоборот, это губительно, потому что она не будет работать, не работает и не будет работать. И самое лучшее средство – это стакан рассола. Вот алкоголики, когда печень отравили алкоголем, они рассольчика чик, выпили. Вот. Рассол с огурцов, с помидор, а, с ассорти, можно сказать, с капусты. Это чудо. Можно использовать как квашеную, так и консервированную. Я использую консервированную. Там, где даже уксус, немножко там сахара, такое вот приятное для вкуса. И оно супер стимулирует возобновление работы печени. Кислота, которая поступает в желудок, она дает сигнал выбросить еще дополнительно желчь. Желчь мы выбросили и так максимально, но и тут желчи было много, вышло из печени, и нам нужно даже ее нейтрализовать. И тут кислота, она имеет роль еще нейтрализации той желчи, которая может навредить нам в кишечнике. Поэтому мы должны в любом случае выпить что-то кисленькое, что-то солененькое. Соленое, когда мы выпиваем, наша соль превращается опять же в кислоту в желудке, и тот же самый процесс. Вот. Что еще обязательно нужно сделать в процессе до того и после того? Простимулировать то, чтобы печень сама по себе стала выполнять функции свои. Я вам приведу пример. 30% детей рождаются с проблемами такими, что у них желтуха называется. То есть у матери печень работала, очищала кровь, когда ребенок рождается, печень у ребенка не запустилась, просто вот не запустилась. Ну и что делать? Нет ни одного лекарства, вообще не существует что-либо для того, чтобы возобновить, вернее, даже не возобновить, а запустить просто у ребенка, когда эта функция вообще никогда не работала. И здесь самое лучшее – это то, что делают в роддоме. Ребенка ложат в инкубатор и облучают его ультрафиолетом. Это такой же ультрафиолет, как в солярии. Что интересно, солярий вредно взрослым, а вот детям, младенцам, которые родились, чтобы заработала печень, им дают именно ультрафиолет. Ультрафиолет, который нужен для того, чтобы заработала печень. При облучении ультрафиолетом билирубин, вот, который в основном не выходит с организма, не разлагается у ребенка, почему он желтеет, он начинает сам по себе разлагаться от ультрафиолета. Поэтому загар на солнце или загар в солярии – это просто жизненная необходимость, чтобы вы знали. А все, кто говорят, что это вредно, это дезинформация. Это для того, чтобы вы чаще болели и умирали раньше. Это я вам компетентно отвечаю. Поэтому вот перед очисткой, после очистки нам нужно стимулировать, чтобы печень работала. Поэтому солярий, солнышко используйте. Что еще можно поиспользовать для того, чтобы запустить работу печени? Есть один препарат, который используется для возобновления, тоже можно сказать, работы не только печени, а фактически чуть ли не всех органов в организме человека. Его используют как средство реанимации при коме печени,
почек, надпочечников, даже при сахарном диабете. Это кокарбоксилаза. Можете вообразить. Поэтому не помешает сделать там укол, 2 укола. Карбоксилаза – это фактически безобидный витамин В1, но в очень лучше усваиваемой форме, когда используют просто В1 или в комплексе, он не так дает эффект, а вот карбоксилаза, он суперэффективный. И здесь нужно улучшить вам работу печени, даже при полной ее остановке, как карбоксилаза дает возможность восстановить эти функции печени нашей. Вот если вы хотя бы это будете делать, то уже вы гарантированно не попадете под нож врачей после очистки печени. Но опять же, еще раз вам повторяю, если вы будете бояться очистки печени, это самое главное требование. Ни в коем случае не делайте. У вас не получится, у вас что-то заблокируется, что-то пойдет не так. Страх – это самое плохое, что есть при любом виде терапии. Если человек боится, лучше этого никогда не делать. Так что я вам желаю попробовать сделать очистку печени и не бояться. Если кто-то будет бояться, мне тут задавали вопрос, когда я все-таки запущу здесь в России академию, можете приехать летом. Я думаю, что к лету хотя бы такие процедуры, как очистка печени, как очистка всего организма от токсинов, там очень много проблем еще есть, очистка кровеносных сосудов, что является самой главной профилактикой для инфарктов, инсультов, кто боится этих вещей. Вот. У меня есть методы, которые позволяют в течение 24 часов даже растворить все тромбы, которые есть в организме человека. Ну, у кого-то могут быть сильно старые и большие, ну, то может несколько дней понадобится, но зато безобидно, без никаких химических препаратов, и это наружное обвертывание. Я рассказываю секреты, которые я вот разработал на протяжении своей жизни, очень многие такие вещи. Поэтому много интересных разработок, которые я вам сейчас рассказываю, никто этого не использует для очистки печени, то, что я вам сказал, а это азы. Фактически это то, что нужно знать каждому человеку и делать. У меня есть пациент, который 10 лет назад приехал ко мне с раком поджелудочной железы на последней стадии, там просто не было шансов жить. И мы спасали его жизнь, начинали от всех процедур, которые мы делаем, плюс очистка печени. На сегодняшний день, я так предполагаю, из его даже, ну, он говорит, что где-то до 400 очисток он считал, сколько он сделал очисток печени. Сейчас, я думаю, где-то около 600, а может и больше уже он очисток сделал вот за 10 лет. Но зато он чувствует себя лучше всех здоровых. Но очистку печени он делает не потому, что она как бы привык к ней или что. У него был рак печени, плюс метастазы везде, и рак поразил и желудок, и все желчевыводящие каналы, все свинеры, которые открываются, закрываются от желудка, двенадцатиперстной и кишечнику. И эти все, можно сказать, каналы на сегодняшний день в рубцах и не настолько эластичны, чтобы срабатывать, и образуется еще застой желчи, который он чувствует, что как никто чувствует, когда нужно ее чистить. Некоторый раз он чистит каждую неделю, несколько месяцев подряд, потом делает перерывы, ну, по-разному. Но зато он чувствует себя просто превосходно. Люди, которые не чистили печень, и когда ее почистят, они почувствуют разницу в жизни. Это просто как небо и земля. Просто как небо и земля.
усталость, болезни, головные боли, там, ну, множество заболеваний, которые человек думает, что это уже все на всю жизнь. Также давление. Самый простой метод нормализовать давление, сделать его 120/80, это очистка печени. Грамотная очистка печени. Потом еще очистка почек. К этому потом вернемся. Вот два фактора основные, которые влияют на давление. Все, кто использует очистку печени и почек, у них давление 120/80 хоть до конца жизни. Вот. Есть нормативы давления от возраста, они придуманы врачами, систематизировали, посмотрели, что с возрастом как бы динамика такая почти у всех одинаковая, но это не динамика от возраста, а динамика именно от зашлакованности печени с годами. Это я вам отвечаю компетентно на 100%. То есть печень и почки зашлаковались, вот вам постепенно поднимается и поднимается давление, потому что продавить фактически фильтры наши, которые очищают нашу кровь, нужно определенное давление, и когда они зашлакованы, нужно еще больше и больше давления крови. Организм сам регулирует давление, то, которое нам нужно для того, чтобы функционировать. И вот вам поднятие давления. Так что я как бы много сказал, может, чего-то упустил, потому что я как бы все знаю для себя. Поэтому есть у нас вот на Зуме люди, которые могут участвовать и задавать вопросы. Какие у вас вопросы есть на тему очистки? Прошу. Добрый вечер. Добрый. Добрый. Это ваш постоянный слушатель, Нина. Да, Спасибо Нина. вам, Александр Валентинович, за такую информацию, потому что очень много полезного узнала я из вашей конференции. И у меня сразу же много вопросов к вам. Если удален желчный пузырь, очистка по-другому как-то проходит или точно так же, как у всех нормальных? Абсолютно не имеет значения. Что самое Ага. интересное, я ученый, еще чтобы вы понимали, перед тем, как что-то делать, я изучаю и систематизирую. Я всех, кто приезжали ко мне, независимо от, ну, можно сказать, от их состояния, я всем делал УЗИ желчного пузыря, печени, внутренних органов, всего. И у кого какие-то проблемы были с желчным пузырем, при очистках печени я делал даже некоторым 2 раза в день, а некоторым даже, ну, мне интересно было, 2 раза в неделю делал УЗИ. И вот эти динамику я изучал, что мешает именно отсутствие желчного пузыря, или что он есть, или там воспаление, или камни. В процессе оказалось, если вот делать то, что я вам сказал, тот же даже минимум, который я вам сказал, никаких проблем не может быть. Есть желчный пузырь, нету его, есть в нем камни или нету, это вообще не имеет значения. Спасибо. Следующий вопрос. Ну, конечно, мы приедем к вам в академию, когда вы откроете. Чистить сами не будем. Поедем к вам. Вот из вашей беседы я так понимаю, что яблочный сок, он полезен. Очень Вообще, вот полезно. очень полезен яблочный сок, да. Будем пить яблочный сок. Дальше. Где можно увидеть ваши книги? Я вам скажу, что не только яблочный сок, а Мгм. ученые всего мира изучали все продукты питания, которые есть на нашей земле. И по значимости этих, по их ценности для организма определили в многих странах, каждый как бы определял, там где-то банан, где-то то, что растет, где-то ананас, где-то там что-то. Но большинство стран, большинство ученых пришли к выводу, что именно яблоко является самым целебным, самым лучшим продуктом питания в мире. Яблоко.
Поэтому съедать яблоко, например, утром, вечером, это полезно в первую очередь, опять же, для печени и даже жизненно необходимо. Вот, спасибо. Александр Валентинович, скажите, пожалуйста, где можно почитать ваши книги, увидеть, купить где-то Тяжелый случай. тяжелые? Я продаю их по всему миру, кроме России. Понятно. Но планирую в этом году запустить здесь, но это не раньше, чем где-то вторая половина этого года. Мгм. Почему? Потому что продаются они только на моем сайте, я не использую никакие даже сети, книжные магазины. И можете представить, я сам был, ну, можно сказать, удивлен, когда я 7 лет свою первую книгу продавал и давал бесплатно. В открытом виде она у меня висела в интернете. Сделал даже аудиобук, но все равно народ, что бесплатно, никто не хочет ничего слушать. Я потом это все дело перепечатал, систематизировал, выпустил несколько книг, сделал их платными. И вот этот вот санаторий в Талице, в Свердловской области, ну, первоначально в Новочеркасске, тот санаторий, который там был, он был фактически куплен за гонорар от продажи моих книг. Вы можете вообразить, я не думал, что книги вообще будут продаваться, а я поставил стоимость в разы больше, чем просто книги, которые аналогично продаются. Я оценил, что информация в книгах неординарная, не та, которая есть, и нигде нет фактически. Хотя вроде бы кто-то где-то слышал, где-то кто-то, но сама система и принцип того, что я рассказываю, и то, что там написано, оно отличается от всех остальных. И вот хоть небольшие объемы как бы продаются, но из-за высокой стоимости, и этого было достаточно даже для того, чтобы купить санаторий, потом продал тот, купил этот, и вот фактически никто не верит в то, что книги вообще продаются, а у меня продаются. Так, спасибо за ответ. Александр Валентинович, еще вот вопрос по поводу печени. Когда-то раньше я слышала, ну так, в простонародье, как говорится, что чистят лавровым листом. Правильно это? Правда это? Неправда? Я, Нет, конечно, лавровый лист – это очистка там суставов, это совсем, очистка. совсем другое. Печень лавровым листом не чистили. Наоборот, печень после очистки, после употребления лаврового листа очень ну, тяжело ей, я бы так сказал. Даже вот Мгм. когда употребляешь чай из лаврового листа, чувствуется такая тяжесть в области печени. Поэтому это не для очистки печени. Это Печень для очистки чистили, сустава. еще вам подскажу, чем. Вот в прошлый раз задавали вопрос на э, когда вопрос был поджелудочной железы. Вот сахарный диабет, поджелудочная железа, чем же почистить саму поджелудочную железу. Так вот, я вам еще рассказываю коммерческую тайну, что очистка печени, она является и очисткой поджелудочной железы. Там два в одном. Одновременно идет и то, и другое. Но поджелудочную железу стимулировать и чистить раньше делали. Это все то же самое, только обычный чай из трав, желчегонный, там в основном такой вот, и сладкий. То есть сладкий чай, он очищал еще с электрогрелкой, например, или просто с термофором каким-нибудь под правый бок, и одновременно очищается печень и поджелудочная железа. В поджелудочной железе, чтобы максимально выбросить секреты, которые находятся в поджелудочной железе, ей нужно тоже создать усилия, и именно глюкоза, сахар, мед, что-то в этом вот духе должно быть, например, в чае, для того, чтобы еще вот эту функцию. Или же, рассказываю вам еще, я иногда для совмещения очистки печени и
поджелудочной железы, добавляю в сок что-нибудь еще сладкое, например, это апельсин, это сок яблочный еще дополнительно, вот, или же даже мед немножко, оно вкуснее выпить и в то же время полезно для чистки печени и поджелудочной железы. Почему чистятся они в комплексе? Потому что у них единый выход в 12-перстную кишку, у них один канал. Они соединяются, и вместе уже желчь и секреты, ферменты, которые выходят с поджелудочной, они соединяются, и потом уже идут в 12-перстную кишку. Спасибо. Может быть, на следующей конференции вы нам расскажете про очистку суставов, чтобы люди знали, какими травами лучше какой орган лечить. Я бы вам сказал, что очистка суставов, можем на эту тему поговорить. Нет проблем. Да. Ну, спасибо большое. Можем на эту У меня тему пока поговорить. все. У кого еще там есть какие вопросы? Есть у кого-нибудь еще вопросы? Нет, большое спасибо за внимание, за участие в сегодняшней передаче. Удачи вам, всего наилучшего. Чистите печень, не бойтесь, чистите. Кто сильно боится, приезжайте, без проблем, сделаем вам очистку.